Итак, друзья, всем привет! С вами снова Патрик. Сегодня у нас будет гайд Навара. Я все-таки решил допилить серию гайдов через стрим. Это не очень получилось. И по третьему сезону у меня есть маг, есть лук, нормальные хорошие билды на моем канале. Тоже есть вар, но тут гайд уже просто не актуален. То есть поэтому я решил допилить новый, то есть запилить. Кто смотрит за моими стримами, когда я играл за Вара, то должен помнить, что я свое мнение по поводу там было в Леонидаса изменил, то есть видим, да, что я их там собирал. В общем, не будем тянуть кота за хвост и давайте поэтапно во всем разбираться. Ставьте лайки, поехали! Начнем мы, конечно же, с основных статов, но перед тем, как я начну рассказывать про Вара, про перса, да, вам, я еще раз напоминаю, практически во всех гайдах, это билд, которым я играю, это не эталон, у Вара есть разнообразные билды, есть через пыл Леонидаса, как я уже говорил, можно использовать булаву как основное оружие, можно использовать меч как основное оружие, я буду рассказывать. Про пыл Леонидаса не буду, так как, на мой взгляд, это не актуально и не так профитно, как в нынешнем мете. Объясню чуть попозже, почему. Кто-то вообще там играет через какие-то там извращенные билды. Но про пушки, да, я расскажу, почему булава либо меч. И, в принципе, и то актуально. Короче, вот так вот. И давайте начнем со статов. Опять же, по началу левелинг я вам сильно не расскажу, потому что эта игра очень быстро выходит в эндгейм. Но поначалу мы, конечно же, качаем частично интеллект, потому что он нам дает ману и магический резист, и количество маны и ее реген, то есть вот, что он нам дает, то есть нам позволяет вполне неплохо бить скиллами без отхила маны. Ну и, конечно же, прочность, наш основной стат, он дает нам физ-армор и дает нам физический урон. То есть мы и плотнее, и больше бьем. Основные все наши скиллы, через которые мы играем, будут завязаны на физическом уроне. Что дальше? Давайте дальше пробежимся быстро по скиллам. Основные скиллы — это мощный удар. Это в одну цель вот такой вот удар. Ну, вроде в одну, точно не помню. Далее у нас развертка. Это один из первых скиллов. Это массовый удар, но я рекомендую его первым прокачивать. То есть первый локи, он нам будет помогать там раскидывать пачки мобов. Но опять же, это проходной скилл. Опять же, я здесь по левелингу рекомендую прокачать на раз вот это, на раз вот это. Второй скилл, вторую линию мы сможем качать только на 7-м ловаке. Поэтому мы здесь один качаем, здесь один. И до 7-го ловака у нас накапливается 5 очков. На 7-м у нас открываются вращающиеся щиты и заряд. Тоже по единичке кидаем. И дальше ждем. То есть на 14-м у нас вот это открывается, и у нас уже 10 очков. Мы в каменную кожу тоже закидываем один. В жертвовать один. Нам все это понадобится в конце. И ну просто это наши не основные скиллы. Да, вы можете качать там развертку, мы ее в итоге все равно будем выкачивать. Можете качать там вращающиеся щиты, они будут помогать вам жить. Каменную кожу тоже на максы можно выкачивать, пробовать. Вот, я сейчас пройду просто как. Дальше двойную атаку. Двойную атаку можно качать сразу на максимум. Но единственное, что мы через нее играть не будем. Тоже позже объясню почему. Выкуп на единичку можно прокачать. Зачем? Не знаю вообще. Ну, просто пустая трата стата. Для начала может быть в принципе неплохо. Вы когда убиваете моба, из него летят шарики, которые восполняют вам ману и здоровье. Потом скинете. Так что да, можно прокачать поначалу. То есть смотрите, да, когда мы получаем 21 уровень, у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 потрачено, и 20 мы можем влить в двойную атаку. Да, двойная атака нас неплохо запустит. То есть на 28, ну и дальше мы уже опять собираем очки. И дальше мы прокачиваем все на единичку. Естественно, мы берс уже выкачиваем на максимум. Так, давайте теперь по скиллам. Развертку я показал, мощный удар я показал. Дальше заряд. Заряд у нас это может помогать нам перемещаться вначале, он сквозь мобов перемещается, как видим, да, ну не сквозь, он там рядом с ними, там миллиметрики пробегает, ну и атакует немножечко.
Далее, вращающиеся щиты. Вот вокруг меня вращаются, извините за тавтологию. Вот когда по нам мобы стреляют, это именно против магов хорошо всяких, там против дальников. Каждый щит отбивает эту атаку. То есть полностью, фулл вообще. Очень крутой скилл, который мы многим персам прокачиваем. Далее, каменная кожа — это наш пассивный скилл, то есть он никуда не выставляется, работает автоматом, бонус к броне на 145%, нашу всю броню увеличивает. Жертвовать. Мега прикольный скилл, есть через него прикольный билд, который убивает ваше оружие. Вы бьете как бы очень больно, но ваше оружие ломается. И там, я не знаю просто насколько, я уже насобирал там этих мечиков, которые жертвовать плюс 12 дают. Мне интересно, может он там за один удар сломает, но не суть. Про этот я рассказал. Дальше, двойная атака. Двойная атака тоже неплохой скилл. Бьет 2 раза быстро, как бы, да, и когда берс разгоняется, то есть он вообще машет как сумасшедший. Бьет вокруг себя, то есть если вы нажимаете в толпе, он, как видите, да, он начинает вправо, влево там махать как сумасшедший. Достаточно неплохо разгоняет берс, наш берс, да, который нам увеличивает скорость атаки, скорость бега. И раньше это был метовый скилл у Вара, сейчас, для меня, опять же, ремарочка небольшая, он поменялся. То есть вот, видим, что он достаточно неплохо бьет вокруг. И посмотрите, как он это быстро делает. То есть это раньше был мега крутой, но сейчас неплохой. То есть можно через него играть. Там есть шмот специальный через двойную атаку. Вот, давайте дальше пройдемся по скиллам. Далее, завихрение. Завихрение — это один из основных тоже наших скиллов. Мы его будем прокачивать, но в него упарываться мы не будем. Он чисто на фарм. То есть он достаточно хорошо помогает нам убивать всех. У меня сейчас просто шмот плохо одет, плохой, то есть я многое поснимал, что там палочку отдал, что-то там луку, не суть. То есть он помогает нам фармить. То есть мы, зажав одну клавишу, просто бегаем и раскрамсываем пачки мобов. У этого скилла есть огромный минус. Он плохо разгоняет берс. То есть берс даже иногда в минус уходит, когда у вас там 3-4 моба возле вас, он может в минус уходить. Вот видите, у меня 88, то есть до сотни, вот 85, да, то есть он не поднимается, а еще и вниз падает. То есть. Вот, давайте далее пойдем. Берс, понятно, это аура, мы ее ставим себе на панельку, и за каждый стак он нам на 1,55% увеличивает скорость атаки, скорость бега. То есть бег он делает запредельный. Если у нас есть кап там 96 по бегу, то и мы бегаем, то есть мы видим, что мы быстро. То есть берс еще быстрее разгоняет нас. Точно так же скорость атаки. У нас, допустим, кап 330. Он ее там увеличивает там в 2-2,5 раза. Сумасшедший скилл, который... и еще кроме этого он на 1,55% урон бустит за каждый стак. То есть это супер скилл, метовый скилл для каждого класса практически. И скилл, через который мы будем играть, это молоток. Молоток, да, вот как работает молоток, я вам сейчас покажу. То есть он бьет по пачке мобов. Мы, если вот включим плавающие тексты, увидим, да, что он бьет вот по пачке мобов. И достаточно неплохо убивает. То есть если мы посмотрим по урону, сравним, вот, допустим, 6350 у завихрения, 62 левак, 6200 у двойной атаки и 11300, он 64 чуть-чуть выше, но мы видим, что урона гораздо больше. Вот, для него тоже нужно там двойную атаку выкачивать, то есть что-то попробовать у вас будет возможность, но наш основной скилл будет именно молот. Бьет он гораздо медленнее, чем двойная атака в соло-цель, но в нынешнем сезоне, то есть в третьем, нам в принципе не в кого бить так быстро, потому что даже там, я не знаю, там, на 700-м ловаке при добротном сборе в порталах мобы будут с 1-2 ударов молотка отлетать. В чем еще плюс, то есть циферки мы будем видеть самые большие, то есть это рассчитано на то, что мы шотать будем мобов. И достаточно неплохо держит циферки по берсу. И вот, вы спросите, что же тогда второй проф? Вторая проф у меня здесь Палыч.
потому что я играю через молоток. Ну и у Палыча, естественно, нам нужна только мастерство булавы, которое вот, ну, в данном случае увеличивает урон при ношении булавы на 105%. Очень круто. Очень круто. Следующее, о чем я хочу рассказать, это, конечно же, камни. Да, кстати, камни. Давайте про камни поговорим. Да, то есть основные наши камни, конечно же, красные, то есть которые дают прочку, которые увеличивают нашу атаку. Ну, там броня, это посредственно, у нас ее и так зашквар. Но не надо забывать про белые и синие камни, которые будут давать, ну, это в эндгейме, да, то есть которые будут давать нам интеллект, то есть и магическую защиту. Не устану никогда повторять, как это работает. То есть, смотрите, если мы наведем на интеллект, мы видим, что каждая единица интеллекта дает 0,2% к магическому сопротивлению. То есть, но для того, чтобы это работало, нам нужно магическое сопротивление. Откуда нам брать? Это бижа вточенная. А здесь мы ее точить не будем, так что этот перс по маг-резисту слабее, чем лучник даже. Поэтому нам придется вставлять белые камни для того, чтобы у нас был маг-резист. Но за счет того, что у него есть вращающиеся щиты, он как бы компенсит это немножечко, но на боссах нам все равно будет какое-то время сложно, пока мы там не выйдем в эндгейм. То есть сейчас у меня лям маг-резист, это прикольно. Следующее, поехали. Ну, это вот тут же мы поехали. Вот видите, да, это мой новый варчик. Здесь про астрал расскажу. Первый круг, естественно, прочку на максималку выкачиваем. Второй круг, базово, стандартный, как и для всех. Для фарма волшебную находку, критическое повреждение для критов, ну, для урона критов. То есть мы не качаем, что у нас там есть... Там шанс крита есть. Короче, шанс крита мы не качаем. Мы качаем именно критическое повреждение. Да, кстати, ребят, в конце расскажу немножечко по началу, что делать, потому что часто критикуют, что ты не рассказываешь, что делать в начале. Ну, я понимаю, да, потому что, ну, просто, типа, старт гейма, ну, логейма очень мало, и именно поэтому я вот так рассказываю. Смотрите, далее. В третьем кругу мы можем качать все АОЕ мили на плюс 3. То есть, смотрите, если мы выбираем скиллы, смотрим молоток, ну, то, что нам нужно, смотрим вихрь, да, то есть, если мы выбираем, то у нас падает и то, и то. А двойная атака остается. А вот двойная атака, если вы все-таки будете там через двойную атаку играть, и вообще в итоге это можно выкачать, это single target melee. То есть понятно, да, хотим поиграть через то, что я сейчас рассказываю, это single, ну, AOE мили. Если хотим поиграть через двойную атаку, то это single target. Итак, давайте я верну все на круги своя. Дальше, четвертый круг у нас. Вот здесь я расскажу подробнее. Здесь у нас меч, булава, топор. Мы при ношении вот этого вот всего увеличиваем урон. Вот это, если мы выкачаем на 10, он нам даст 75%. То есть, если мы... Ну, сейчас вот очень внимания много, да, я сейчас... То есть, я хожу с булавой. Мы видим утреннее солнце плюс у меня УД. Убийца драконов. Поэтому я вынужден прокачивать вот эту, ну, то есть нету больше для булавы ничего, то есть есть только магический урон. Вот магический урон у нас, собственно, мы видим, что тут не подходит булава, мы видим, что тут не подходит булава. Здесь это вообще там, что у нас, защита, да, смотрите. И мы знаем, что за счет этого мы выигрываем вот здесь в мастерстве булавы 105%. То есть 105 плюс там 75 получится 180% увеличения нашего урона, да. И это очень неплохо. Так что да, друзья, я тут пытаюсь придумать велосипед, а по-хорошему
нам булава номер один, да, я просто почему-то думал, либо это поменяли, либо я туплю, напишите в комментах, может я прослакал где-то, я думал, что меч дает нам 150%, но окей, тогда гайд будет чуть-чуть короче, то есть смотрите, да, мы за счет булавы, за счет мастерства булавы от Палыча, то есть, да, мы забираем вторую профу Палыча, возвращаемся назад немножечко и понимаем, что я там чуть-чуть спиздел. Так вот, здесь мы, конечно, качаем вот это вот приношение булавы, мы увеличиваем свой физический урон. Мы крутые. Поехали. Дальше. То мы увидим, что при ношении меча булавы у нас есть сингл таргет, он до 5 нам прокачает. И также есть... да, я за кадром только что прокачал, потому что я чуть-чуть, видно, перепутал. Булавы и алебарды у нас есть АОЕ скиллы тоже на 5 увеличить. Если мы включим его, мы видим, что наш молоток увеличился еще на 1. То есть стал 65, и это, естественно, 63. Ну, единственное, что мы теряем немножечко берс. То есть если мы включаем вот сюда, то мы видим, что берс 58 становится. Этот все-таки, ну, это на 400% урона физического теряет, а там вы, ну, где-то около 50%. Короче, это все математика жесткая, но в принципе вот это вполне в итоге все равно, когда вы будете перекачиваться, вы будете выкачивать и то, но, конечно же, для того, чтобы профитнее вам сразу было и вкуснее, конечно же, мы выкачиваем вот это, чтобы молотком по башке бить очень больно. И добрались мы до последнего круга. В последнем круге мы выкачиваем, конечно же, силу. Прочность, не физический урон, а именно прочность, потому что проверено дает гораздо больше профита. Итак, поехали, поговорим по шмоточкам. Итак, вот мы добрались до шмота. Билд мой будет через короны строиться, нам понадобится очень много золотых корон. Их хорошо выбивает сам вар, неплохо достаточно, и очень хорошо выбивает маг. Поэтому, если вы играете первым магом, выбиваете короны, не надо их ломать, оставляйте их и несите их с собой домой же, свои оранжевые короны, вы будете через них одевать дальше вара, и вар будет очень крутой персич. Вот, и давайте для начала сравним вот, так скажем, две шмотки. Ну, одевать их смысла нет и показывать вам. Ну, то есть, я вам расскажу, вам уже остается верить мне, либо нет. То есть, дело ваше. Но опыта у меня хватает для того, чтобы сказать. То есть, я уже проверял на разных вещах. Кто на стримах был, тот может подтвердить. Так, смотрите, что мы получаем. Мы пыл Леонидаса, мега круто. 4 ко всем скиллам вара дает. Ну, круто, безумно, супер. Также 20% дает нам здоровье. Здоровье нам нахрен не нужно в этой игре. Также дает 2200 физ урона и 700 прочки. Тоже неплохо, все остальное хрень. Золотая корона, тоже 6 тир. Дает 2 для всех способностей воин. Меньше на 2, чем там, да, чем тот, чем пыл, короче. Также он дает 2 к молоток, то есть, в принципе, немножечко, да, что мы теряем, давайте посмотрим. Мы теряем из важного, да, то, что нам уменьшает мощный удар, двойную атаку и жертвовать. То есть, мощный удар, двойная атака, где-то жертвовать, мы теряем минус 2, получаем. То есть, в теории мы получаем минус 30% урона. Минус 30, понимаете? Минус 30 с каждой короны. Минус 30. Это же такие мелочи, да, когда у нас вот 11700. Ну, понимаете. Единственное, где мы действительно ощутимо теряем, это берс. То есть минус 2 ловака за каждую шмотку, там 7 получается. Где-то 14 ловаков мы потеряем. Ну, не суть. Я дальше расскажу, почему я выбираю именно вот этот такой билд. Что мы дальше получаем? Мы получаем физического урона 400 и база здесь 4200 у нас у золотой короны, у пыла Леонидаса. Блин, я, если сейчас не помню, по-моему, около 2400 база у пыла. Поэтому база у нас изначально здесь гораздо выше. Кроме этого мы получаем 2070 прочности. Здесь, к примеру, 700, вот 800, то есть, ну, до 1000. Это нам дает еще дополнительный физурон, да, мы помним, что прочка нам дает физурон. Ну и жизнеспособность, это тоже хрень, нам
Кроме этого, мы получаем 5% до прочности. Ну, это просто, ребят, очень много. То есть, представьте, у вас 100 тысяч прочности, каждая корона вам даст 5%. Это мега много. То есть, это вам все, вот то, что я сказал, вот это, ну, вот эти, прокачку вот этих скиллов потеряете, там, берса потеряете немножечко, и берса, неважно. Вот эта прочность, вот этот физурон, который вам дадут короны, вы за счет этого нагоните очень сильно. Ну и давайте по кругу пойдем по шмоту, да, то есть смотрим. Перчатки у нас либо хватка демона, это физический ущерб и скорость атаки, и также прочность, либо можно лучниковские, да, которые коготь дракона, тоже физурон дает, скорость атаки дают, ну здесь минус скорость атаки, но это не суть, потому что у меня здесь катана влита. Кто знает о чем я, тот поймет. В принципе, также можно и, скорее всего, нужно, если вы в сезоне играете, когти, перчатки такие зеленые. Да, я вот здесь постараюсь картиночку найти, показать. Спасибо группе ВК, приходите в нее. Ссылочка будет в описании. Обязательно приходите, там у ребят очень интересного много. Всем админам из ВК привет. Так, поехали дальше. Пояс. Кушак охранника неплохо. Как альтернативный можно, он дает к скиллам, он дает физы там немножечко, но топовый пояс, как мы уже проверяли, это Кушак Императора. Кушак Императора у нас дает физурон, прочку, интеллект, короче, все очень много дает. Да, не дает плюс к скиллам, но проверено, что физурон это компенсия. То есть видим, да, красненький, 6300 максималочка у нас физы, это круто. Так, перчатки. Мы уже сказали, здесь нам без разницы абсолютно, что куда вливать. То есть, ну, давайте условно мы берем хватка демона, вливаем сюда мы золотую корону. Пояс у нас Кушак Императора, вливаем мы золотую корону, опять же. Ботинки, стандартно, сандали древних, вливаем золотую корону. Вот щит, да, ну так как мы не играем через двойную атаку, и знак баланса нам больше не нужен. Нам нужен щит, я буду выбирать рассвет и в него вливать еще одну корону. Именно корону мы будем вливать. Здесь можно попробовать Хамасен щит, но я не рекомендую. Типа он для меня уже давно потерял актуальность, где он, не, священную завесу тоже можно попробовать, как проходной пойдет, но в целом и знак баланса пойдет как проходной, да, но рассвет гораздо круче, потому что он очень много дает физического ущерба. У меня на втором аккаунте он красный, там прям цифры, ну, очень интересные. Вот, поэтому мы выбираем рассвет. Да, и также он там бустит немножечко наше мастерство булавы, тоже неплохо. Дальше. Голова, естественно, золотая корона плюс золотая корона. Здесь у меня Леонидас влит, я не знаю, я ударюсь головой об стену, пойду, когда закончу записывать, потому что зачем я это делал, потратил бедную красную корону. Так, ну, тело, клетка темного лорда плюс, опять же, корона, то есть смотрите, сколько нам корон нужно, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И седьмая, так, 1, 2, 3, 4, 5, да, и седьмая в тело. Здесь у меня клетка темного лорда плюс корона еще одна. Можно пробовать Леонидас плюс корона, но на практике уже испытано, что это слабее. Давайте дальше еще. У нас осталось 2 кольца, амулет и пушка. Пушка у нас утреннее солнце плюс УД. Почему УД сюда вливаем? Потому что мы стакаем атаку, естественно, и скорость атаки. Дальше амулет у нас еще одна корона. Ну, просто, к примеру, куда вы вливать будете, что не имеет значения. Конечно, физ армора нам хватает за глаза, поэтому не особо важно. Вот, военная печать плюс, давайте вот, корона, наша последняя корона. Военная печать, почему? Потому что дает 2 для наших всех способностей и плюс 10% физического ущерба. Ну и также тоже физ-ущерб апает прочку, ну, достаточно неплохая штука. 2 кольца.
Здесь на ваш выбор. Но если вы хотите там урон с течением времени, то мы выбираем хаусбенды 2, где они, да, вот хаусбенды, они нам кровоток дают, в теории урона больше, я лично не проверял, ребята из ВК-группы утверждают, что это так. Я, в принципе, склонен верить им, но мне больше циферки важнее, которые вылетают, поэтому я выбираю либо бремя проклятых, которое апает 25% физического ущерба, дает физического ущерба еще базового. Вот, и в него мы вливаем в 2 этих кольца, вливаем убийцы драконов. То есть теперь у нас крит 100%, даже там больше, ну, смысла нет. То есть у нас каждый удар крит, и он мега крутой. Также можно новые кольца, которые, я их которые у нас из нового данжа достаются. Да, если не знаете, где взять, то нужно искать голема, да, там бузить, как раньше на андроиде лес Каландур не получится, только если вы откатите версию до 3.02, и там можно будет обузить, быстро искать. То есть теперь эти кольца найти крайне сложно, поэтому я буду рассказывать именно про то, что я буду делать. То есть это бремя проклятых. Ну, либо, да, либо вы ищете очень долго этих големов, ищете порталы, заходите, ищете кольца плюс 3 хорошие, где 4200 физ урона. Ну и тогда уже билд можно выстраивать совсем по-другому. То есть, ну, потому что как минимум можно сетовые шмоточки где-то использовать. То есть, если мы будем когти использовать, у нас уже будет волк прокачан, ну там и так далее. О чем мы еще не сказали? Да, чарки мы желательно ищем плюс к скиллам, также ищем желательно с физическим уроном, с прочностью, и их вот вливаем в свои шмотки. Будьте внимательны, не вливайте там какие-то слабые очень чарки. Либо если вливаете, то записывайте себе какой-то блокнотик, чтобы вы потом помнили, куда что вы влили. Да, кстати, вот этот вот краля сет я пробовал через молоток и через умбадонги внутри. Ну, я еще не до конца, то есть вот у меня умбадонг, там 4 штучки. Полная хрень. Ну, по приколу можно собрать. Ну, это вообще вам скучно будет, можете делать. Итак, ну и давайте поначалу, да, то есть поначалу, если у вас есть тренировочные пушки, то, естественно, вы выбираете, что вы из них выбираете, где там меч физический, то есть, ну, изначально мы носим просто что угодно, что дает физический урон. Это то, что я бонусом хотел рассказать поначалу, да. Поначалу я говорил, что мы прокачиваем скиллы на единичку, если слишком сложно, там, допустим, ну, а все равно маны не будет хватать поначалу, поэтому уже дотерпите до двойной атаки, либо там до вихря, либо до молотка, то есть, ну, дотерпите, ну, попробуйте как-то дотерпеть. То есть, естественно, мы находим какие-то шмотки, и чем больше они плюсов дают, не забывайте про оживку. То есть и здоровье в начале, и броня, и магическое сопротивление очень важные статы. Если у вас есть круглые, треугольные, любые камни, вы обязательно их вставляете в шмотки. Даже если у вас шмотки не точены, первый тир, второй, неважно. Вот, следите за своими статами интеллекта и прочности. Не забывайте прокачивать астрал в самом начале. Вот. По скиллам мы поговорили, да, то есть по шмоткам я тоже говорю, что на прочность, то есть нету каких-то определенных шмоток. Если у вас там выпадет вдруг колечко, которое будет тратить вашу жизнь, я просто всегда забываю, как оно называется. Я надеюсь, найду в группе ВК его и картиночку вам здесь залеплю. Вы вот сейчас видите в теории, если я его нашел. Этот амулет, то есть его одеваете, это круто, с ним можно бегать там чуть ли не до 4 тира. Если у вас есть тренировочное оружие, то до 4 тир, возвращаемся обратно, то есть когда вы сможете 4 тира шмотки одевать, тогда уже там снимаете, ну или когда у вас уже там маны будет очень много, то есть за счет шмоток. Тренировочный меч мы снимаем где-то на 90-м ловаке, потому что там Т3 одеваем, там уже Т3 посерьезнее дает урон. Либо до Т4 носим, если ничего подходящего не находим. То есть, ну а все остальное просто с плюсиками одеваем. Единственное, не забываем проживку. Друзья, надеюсь, вам гайд понравился и помог разобраться, что к чему с этим персонажем. Да, несложным. Следующий я в ближайшее время запишу на кого-нибудь еще, то есть на Лука, на мага у меня есть.
Там дальше Некр, Палыч, и последним будет Друид. Вам еще раз спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, приходите в телегу, в Дискорд, ссылочки все в описании. Ставьте лайк, если понравилось, помогло. Пишите комментарии. Всем удачного лута и кача. Пока.